привет, дорогие друзья! С вами Марина, канал Твоя лучшая подруга. Сегодня мы на природе. Я вас научу сегодня, как разводить костер. Я девушка, для меня это сложно. Я постараюсь второй раз в своей жизни зажечь этот костер. Я покажу, что у меня получится. Я еще не знаю. Пожелайте мне удачи. Вот ради таких моментов и стоит жить. Итак, для того, чтобы нам зажечь костер, мне понадобится бумага. Так, у меня есть тут листы бумаги. Можете взять вот эти вот полотенца, можете взять, я не знаю, тетрадь. Я вот так ее мну и вот так вот ее раскладываю. Хорошо, прям вот так. Ух, вот так вот прям. Вот так вот. Делайте. Делайте вот так 2 раза. И спина болеть не будет. Так. Они уже такие жеваные. Господи, что тут их тереть? Так, мы все разложили. Дальше поехали. Так, что у меня тут есть? У меня есть тут щепки. Я, короче, буду строить халабуду. Вот так вот я выкладываю их. Красиво. Ля, посмотрите, какой я тут архитектор. Нифига себе. Вот так вот. Вы видели еще такие пизанские башни? Так. Вот так. Итак, фундамент у нас есть. Дальше. Мне тут мужчины шепнули. Значит так. Женщины, если вы еще не знали, я вам расскажу сейчас секрет, как они его все-таки зажигают. В общем, вам понадобится простое подсолнечное масло. Мы, короче, вот так берем. И вот так вот поливаем хорошенечко. Оп. Я думаю, хватит. И оно должно немножечко постоять, чтобы пропиталось вот тут. Вот так. Все, нормально. И теперь оно постоит, пропитается, а потом я его подожгу. С вами был поджигатель Марина. А также хочу вас предупредить, что надо использовать только фруктовые деревья. Итак, берем спички. Важное предостережение. Не давайте детям в руки спички. Ну, все. Пожелайте мне удачи, пожалуйста. Ух ты! Одно начало гореть. У меня получилось. А дальше мы будем потихонечку... Вот сейчас оно начнет вот там хорошо гореть. И я буду подкладывать немножечко побольше. Вот у меня есть малиновые веточки. Вот я их тоже подложу, кстати. И дальше буду подкладывать. Вот у меня есть такое сухое, такая вот прям почти глухая такая вот древесина, вишня, то яблоня. И, в общем, вот такое я буду добавлять. Так вот это и называется не добавляйте масло в огонь. Почему? Потому что оно разгорится. И оно разгорелось. Такая народная мудрость. Вот я уже покидала веточки. И, короче, оно разгорелось.